Всем привет снова! На связи Алексей Мамонтов, компания PandaWay. Ребят, сегодня мы вам расскажем о машине BYD EV. BYD выпускает автомобили уже давно. На этот раз они выпустили седан электрокар. Это полностью электрокар. Что интересно, в этой машине, ребят, разгон до сотни составляет 3,9 секунды. Космос, просто ракета. 3,9 секунды. Здесь система D-Pilot уже. Это улучшенный автопилот. В Китае минимальная стоимость данного автомобиля составляет 230 тысяч юаней. Максимальная 280 тысяч юаней. Зависит от того, хотите вы один электромотор или два. Ну и, соответственно, комплектация внутри. На одном заряде этот автомобиль проезжает 605 километров заявленного расстояния, но плюс-минус 500 точно проедет. Мощность автомобиля с двумя электромоторами составляет 363 киловатта. Крутящий момент 680 ньютон-метров. Батарея 77 киловатт-час. Я считаю, что на этой выставке этот автомобиль один из самых прикольных, которые мы видели вообще. Давайте заглянем внутрь салона, и я вам расскажу об этом поподробнее. Ребят, здесь та же самая прикольная функция, как и во многих автомобилях. Когда дверь открываешь, выезжает сиденье. Посмотрите, какая отделка. Отделка салона. То есть она уже такая люксовая. Посмотрите, как это медленно все двигается. Красиво, аккуратненько. Здесь у нас отделка под дерево. Батарейка разряжена, и показать меню мы не можем. Кнопка переключения режимов, колесико режимов, аварийка. Здесь открывается у нас подлокотник. Две кнопки, соответственно, можно половинку открыть или сразу два. Внутри два USB разъема. Здесь беспроводная зарядка. Давайте проверим, работает ли она. Наверное, нет. Батарейка засевшая в машине. Нет, не работает. Очень красиво, очень добротно. Руль оббит кожей, все оббито кожей. Монитор, посмотрите, монитор можно поставить как горизонтально, так и вертикально, поворачивается. Вы, допустим, едете, вам нужна какая-то навигация, вы любите вариант Теслы, вы поставили для себя вертикальный экран. Или же вы, допустим, наоборот, не приверженец Теслы, а приверженец стандартных дисплеев, поставили горизонтальный экран и едете. Данный автомобиль стоит в максимальной комплектации 280 тысяч юаней. Да? 280 тысяч юаней. В этой комплектации вы получаете, естественно, кожаный салон, два электромотора мощностью 363 киловатта, крутящий момент 680 ньютон-метров, пробег 605 километров на одном заряде. Разгон до сотни 3,9 секунды, ребят. Это просто, я не знаю, это ракета какая-то, а не автомобиль. Конечно, это бы хотелось все проверить, протестировать. Если понравился данный автомобиль, напишите в комментариях, мы приедем и сделаем тест-драйв, проверим эти 3,9 секунды, как они ощущаются. Кто-нибудь впилится в кресло. Лиуан мы брали за 328 тысяч юаней. Здесь 280 тысяч юаней. Я вам скажу, что вот по ощущениям, по первоначальным ощущениям, этот автомобиль ничуть не хуже Лиуана. Он очень классно сделан. Но сидеть здесь комфортно, сиденья комфортные. Сзади, мне кажется, вообще такие, блин, прикольные, да? Вот какой диван такой еще. Да, да. Вот такой кайфовый, такой прям мягкий. Сейчас прям хочется посидеть. Так, ребят, переднее кресло отдвинуто до конца. Оно дальше все, сюда нету. Посмотрите, сколько места. Просто место здесь вообще. Ну, кайф, реально. Это то есть автомобиль, это вот как бы для какого-то начальника, наверное, и с личным водителем. Прикольно очень сделано. Вообще лючок. Лючок сейчас не можем мы ни закрыть, ни открыть. Батарейка села. Вот, подлокотник. Смотрите, какой подлокотник, ребята. Посмотрим, какой мощный, просто массивный. Это не как в этом, в Лиуане или в Ниву. Игрушечные эти. Смотрим, просто напускается такой. Блин, я сижу реально как босс какой-то. Просто кайф. Тут тоже все эргономично, кресло эргономичное, сделано так прикольно.
Здесь посмотрите. Вот, я открыл его, да? Вы видели в нашем обзоре про NIO подлокотники, подстаканники, как они были выполнены и как здесь все это сделано. Вот, я открываю, да? Ничего не шатается, ничего не люфтит. Все конкретно сделано. Дальше полочка, смотрите. Оп. Открывается полочка. Здесь, пожалуйста, храните свои личные вещи. Дальше у нас открывается, откидывается крышечка. И можно залезть в багажник, достать там холодного пива. Так. Слушайте, ну блин, прикольно сделано, очень прикольно сделано вообще. Я просто тащусь от этой машины. Здесь у нас что? Ремни безопасности. Сзади полочка, крепеж для детских кресел. Так, ребят, здесь у нас есть управление креслом пассажира. Соответственно, с заднего ряда можно все это покрутить, настроить. Тут какая-то кнопочка. Что это такое? О, смотрим, как выезжает. Он, получается, вот сюда выезжает, вот сюда. У него вылет получается вперед-назад и по высоте еще. Прикольно. Я такого нигде не видел, слушай. А все интересно можно, да? Да, слушай. У водителя то же самое. Вот оно по высоте и по вылету. Оп. А здесь? А вот здесь нет. А здесь, кстати, тоже 220 вольт розетка. 220 вольт. Китайский, европейский вариант для всех стандартов. Кармашки сзади. Слушайте, ну блин, очень прикольно сделана машина вообще. Классно. Антон, надо тебе взять ее. Слушай, на машине огонь. Седан бизнес-класса за 2 миллиона... 2,8, ну практически за 3 миллиона. Но это даже не бизнес-класс, это премиум-класс. Это уже премиум-класс, и причем это электрокар, который способен проехать 500-600 километров на одной зарядке. То есть я уверен, тут есть какой-нибудь Quick Charge, об этом мы должны узнать более подробнее у представителя. Здесь есть различные автопилоты и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, ну, машина явно премиум класса, люкс класса за копейки. Ну, просто как это все выполнено, машина абсолютно стоит своих денег, и она интересна. Она же как семейная машина, в принципе, она интересная, мне кажется. Но, ребят, я бы не купил. Мне понравился ГАГ, мне понравился там бла-бла-бла какая-то машина, я забыл, как она называется. По цене за 1 300 000, 1 400 000 сейчас на самом деле очень много китайских автопроизводителей предлагают достаточно хорошие городские внедорожнички, да, сувы. Ну, стоит на них обратить внимание. Пробег, цена. Это, конечно, ну, бесспорно, тут, как в Ливане, машина стоит каждого своего цента. Абсолютно. Сейчас, на заметочку, здесь OLED-экран. Не IPS-матрица, а OLED-экран. То есть это функция Always Display On, она работает, и Dark Mode, глубокий черный цвет, он будет не бить вам в глаза ночью при вождении. Это тоже, да, на секундочку, не хухры-мухры. Так, ребят, ну я вам так скажу, багажник-то просторный. Там лось поместится. Да, багажник широкий, багажник просторный. Смотрите, снизу еще есть отделение. Запаски нету. Вообще сейчас производители автомобилей от запаски почему-то отошли. Нет ни запасок, ни докаток, ничего. Есть только вот ремкомплекты и все. Фиксировочный крюк. А что там ниже?
Между прочим, смотри. Есть место, да? Есть. Под запасом можно. То есть, по идее, можно вот это убрать. Вот так убрать. Да. А сюда положить запаску. Даже 20-й радиус влезет. Ну да. Так что нормально все. Здесь знак аварийный. Все четко. Кстати, по зарядке. Здесь обычная зарядка, она подсвечивается, смотри. Прикольно. И что мне понравилось, что нет вот этой крышки, которую нужно постоянно открывать, закрывать. То есть, ну все, как бы она герметично закрылась. А, не резинка, это пластмасса. Закрылась, все. А с той стороны быстрая зарядка. Тут уже крышка. Высокоскоростная зарядка, которая, по идее, зарядит автомобиль до 80% за полчаса. Ребят, а сейчас черный вариант Космос. Смотрите, это же машинка, но в черном варианте. Она выглядит вообще просто бомбически. Черный кузов, светлый салон. Естественно, это самый непрактичный вариант, который только можно быть. Видны все ляпы, все прочее, но тем не менее выглядит вообще космос, просто круто. Эта моделька в красном цвете, она в полной комплектации, в максимальной. Здесь максимально качественная кожа, очень все сделано приятно, очень классно. Все в принципе здесь то же самое, что было в белой модельке, которую мы сейчас только что вам показывали. Здесь все кнопки управления, все менюшки, двигающийся монитор. Данная моделька, она выполнена вообще в таком классном варианте, исполнении. Молодежный стиль такой, красно-черный. Смотрится вообще просто огонь. Мы, кстати, узнали, что такое D-Pilot. D-Pilot — это автопилот, который также может ехать по полосам движения, который может менять полосы, управлять расстоянием до ближайших автомобилей. И плюс ко всему этому вы можете управлять машиной с пульта. Допустим, это узкое место какое-то, и вам нужно поместить машину в это узкое место. Вы можете с пульта поставить ее, выйти из машины и пультом поставить машину на место парковки. Дальше прийти, пультом ее вытащить, сесть в машину и поехать дальше. И еще один интересный момент в этой топовой комплектации. Сейчас мы вам покажем на заднем сидении. На заднем сидении, в принципе, то же самое, что было в белой версии комплектации, но здесь, смотрите, откидываем подлокотник. И здесь есть планшет, ребят. Я думаю, для деток это будет просто очень приятно. Ну, в принципе, может быть, для взрослых, которые любят в дороге посмотреть что-то такое. А так, для деток планшет. Все остальное то же самое. Вот такая интересная моделька, на которую, я думаю, стоит обратить внимание и изучить ее поподробнее. Поэтому пишите в комментариях, если вы хотите узнать про эту модель больше. Мы поедем, сделаем тест-драйв обязательно, посмотрим, какая она в управлении. Изучим дисплей, изучим функции все и снимем более подробный обзор про эту модельку. А с вами была компания PandaWay. Оставайтесь с нами, у вас все будет хорошо.